Привет всем любителям науки! С вами Лаборатория, друзья, и сегодня у нас интереснейшая тема. Максим придумал, что мы будем сегодня говорить про вот эту штуковину, как она называется? Катушка Тесла. А по-другому? Ну, а если говорить, то это трансформатор. Его просто назвали в честь Тесла, потому что он очень популярный человек в мире электричества. Так как у нас сейчас принято это все как бы рекламировать, но Да. русские ученые, которые, например, такие как Ладыгин и многие другие, тоже занимались изучением электричества. И, между прочим, Никола Тесла, раз уж я заговорил, хотел ехать в Россию работать со своим коллегой по фамилии Лачинов. Вот. Но Да. это трансформатор прежде всего. Давайте посмотрим и разберемся уже на рисунке, как это все работает. Если мы возьмем на одном устройстве, сделаем много-много-много витков проволоки, то напряжение здесь будет очень большое. Напряжение, кстати, обозначается вот такой вот буквой В, что значит вольт. Измеряется оно в вольтах. И на одном трансформаторе напряжение большое, много витков проволоки, а здесь, например, витков проволоки чуть-чуть поменьше. Здесь напряжение идет на понижение, его здесь будет меньше. Вот представим, что это электростанция. Сколько там может быть? Ну, 10 тысяч вольт. Пускай будет Миллион вольт. 500 тысяч, да, 500. миллион. Все любят Миллион. миллион. Пишем. Миллион вольт. И по проводам. По проводам, значит, идут провода. Вот эта катушка с большим количеством витков, напряжение здесь огромное, передается на катушку с меньшим количеством витков и, например, попадает к нам в квартиру, пускай здесь будет 220 вольт. Ну что же, вот мы с вами и вкратце разобрались, как работает трансформатор. А скажите, пожалуйста, а в обратную сторону возможно? Конечно. То есть с 220 повысить до миллиона? Конечно, ведь ты же понимаешь, что это работает и в одну, и в другую сторону. То есть получается и туда, и обратно. Вот так кстати, работает. вот этот трансформатор так и работает. Он повышает. Потому что здесь спрятано очень много вот под этой защитой витков проволоки. Да, здесь она вся усыпана проволокой, если ее разобрать, будет много-много витков. Но все-таки, чтобы было понятно, трансформатор стоит в каждом дворе, каждого дома, и как раз он жужжит, и там сразу знак высокого напряжения. Не влезай, убьет. Поймем опасность трансформатора и что же здесь образуется, на острие этой катушки Тесла. Здесь примерно, насколько я знаю, где-то около 15 тысяч вольт. Сейчас будет страшно, вы сейчас в шок будет у вас. Видишь, и шока нет. Знаешь почему? Потому что мы сейчас видим маленький коронарный. Видишь? Мы постараемся, чтобы вам было видно. Вот тут возникает маленькая такая вот молния. Да-да. Это называют, ученые называют этот разряд коронирование, потому что сама вот эта вот фигурка из молнии похожа вот на такую вот корону. На острие этой короны очень высокая температура. И сейчас мы вам покажем опасность. Но прикоснуться к ней на небольшое время можно. Я не рекомендую, потому что, смотрите, мы взяли обычную веревку и попробуем поднести, что с ней произойдет, если мы ее поднесем. Раз. Подносим веревочку. Видали? Опасная штуковина. Ну что, повторение, мать учения. Стоп, подожди. 3. Ты на меня-то не бросай, мамочки, я чуть не сгорел. Почему коронирование возникает? Почему оно такого цвета и что вообще происходит? Дело в том, что из-за высокого напряжения на конце вот этой вот иглы происходит ионизация воздуха. Вот понюхать воздух, он будет пахнуть как в больнице. Знаете, когда делают кварцевание? А это свечение газов? Да, свечение газов атмосферы. Кстати, тогда сейчас мы покажем вам еще более интересный эксперимент. Называется он «Свечение лампочки без проводов». Волшебство. Смотрите, лампочки загораются прямо у нас в руках. Смотри, я превращаюсь в мини-джедая. У меня 2 меча. И у меня тоже. Так, что-то у нас одинаковые мечи. Сейчас я возьму красный меч. У меня нету красного меча, я возьму щит. Подожди, я приготовил побольше нам мечи, чтобы они казались действительно большими. Люк, я твой дядя. О нет! Не может быть!
быть! Дело в том, что сама катушка, когда она находится у нас в руках, она работает. Здесь очень много витков проволоки, мы помним. Вокруг этой катушки образуется электромагнитное поле. Распространяется на большое расстояние. Мы можем даже посмотреть, на какое. Смотрите, вот лампочка зажглась. После этого я ее отношу. Сейчас у меня где-то 30 сантиметров, она горит. Давай дальше сантиметров, опа, уже 50 сантиметров, она до сих пор еще светится. Давай вот на этой лучше видно. Давай. Светится, вот, давай 50. Дальше, дальше, дальше. Стоп, все, поле прекратилось. Примерно 60 сантиметров величина этого поля вокруг катушки. Хочешь, покажу тебе? Вот эти лампочки называются неоновые, потому что внутри них находится газ неон. И его частички тоже начинают светиться, ионизировать. Смотрите. Прям рекомендуем вам никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не засовывать пальцы в розетку. Наука может быть не только интересной, Но и красивой. Хочешь еще больше красоты и необычных явлений? Подписывайся на наш канал. Ставь обязательно лайк и увидимся в следующих видео.